Всем привет! Сегодня мы посмотрим, что произойдет в октябре с тобой. По 3 карты вытянем. Первая карта у нас, что в личной жизни ждет. Вторая карта, какие вот изменения произойдут там на работе, в карьере, то есть все про работу. И третья карта, это что изменится в плане денег, то есть финансы. И давайте в долгий ящик откладывать не будем, хотя хочу пригласить вас в закрытые расклады. В закрытых раскладах 27, как я помню, разных раскладов, поэтому заходите. Они очень длинные, там от часу и выше, и очень интересные. И еще приходите на обучение по колодам. Есть трактовки и обзоры колод уникальные, поэтому заходите. Закрытые расклады доступны на уровне эзотерическая библиотека на Бусти. А если вы спонсор на Ютубе, то с 1-го уровня. Трактовки и обзоры колод доступны у тех, кто проживает арканы. Если не можете где-то что-то найти, то просто на Бусти пишите мне в личку или пишите мне в Телеграм, да, если вы уже арканы проживаете, но не знаете, где это находится, то вы знаете, как мне в личку написать. В первом посте на Бусти есть ссылка на меня. Итак, давайте начнем наш расклад. Итак, первый вариант. Восьмерка жезлов. Умеренность. Моя любимая карта семерка кубков. Прям вот нравится она мне. Ну смотри, что в личной жизни в октябре тебя ждет. По восьмерке жезлов тебя ожидают вот стремительные, захватывающие перемены. То есть восьмерка жезлов, она говорит о том, что вот события, да, они будут развиваться очень-очень-очень быстро. Ты неожиданно встретишь человека, да, который перевернет твое представление о любви. И это знакомство, оно произойдет внезапно. Возможно, там в поездке, на мероприятии на каком-то, или даже в интернете. В интернетах ваших, да, который нам не нужен. Вот смотри. Я напомню, что тот, кто сидит в 4 стенах, для них расклады вообще на Ютубе не могут резонировать, потому что ничего не происходит. И они закрыты от всего происходящего. Поэтому вообще, в принципе, все расклады, которые делаются на Ютубе, они для людей, которые что-то для этого делают. Вот это тебе, как сказать, подсказка. В 4 стенах сидишь, то портал, как говорится, не откроется. Как одна девочка написала, портал из холодильника. Вот. И, соответственно, между вами по восьмерке жезлов сразу возникнет вот сильное притяжение, да, и отношения, они начнут развиваться молниеносно. Вы будете много общаться, проводить время вместе, даже в интернете вы же вместе переписываетесь. И это принесет тебе массу положительных эмоций. И, возможно, даже уже в октябре вы решите перейти на новый уровень отношений. То есть настолько будут сильными вот это ваше взаимопонимание, да, и желание быть вместе. А если у тебя уже есть партнер, то в ваших отношениях наступит вот период активности, да, обновления. Вы будете принимать совместные решения там, о переезде, путешествии, или начале вот нового совместного досуга. Все дела, которые вы откладывали раньше, они будут решаться быстро и успешно. И ваша связь, она укрепится, вы почувствуете, что движетесь, как говорится, в одном направлении с ним. В целом, октябрь принесет в твою личную жизнь прям динамику и позитивные изменения. И поэтому будь готова к тому, что события, они будут развиваться молниеносно, стремительно. Поэтому открываешь свое сердце
и наслаждаешься моментом. Этот месяц тогда подарит тебе вот яркие впечатления, новые возможности для счастья. Только если ты не сидишь в четырех стенах. А какие изменения произойдут на работе, да? Ну, по умеренности это гармония, равновесие, все точно так же, да. Умеренность, она говорит, что вот в октябре ты сможешь сбалансировать работу как свою личную жизнь. Тебе удастся там найти оптимальный ритм, да, который позволит эффективно выполнять свои обязанности, там, не испытывая при этом там стресса, перегрузки и прочей ерунды. На работе, конечно, могут произойти вот важные изменения. Тебе могут предложить там новую должность или расширение обязанностей, которые вот потребуют от тебя, вот знаешь, умение находить компромиссы, да, дипломатичность. И ты станешь своего рода мостом вот между разными отделами, да, или там людьми, помогая им сотрудничать более эффективно. То есть умеренность будешь создавать на работе. Ну или ты просто лентяйка и ждешь, и будешь ждать октябрь, как у тебя, когда рабочий день закончится. Все умеренно на работе. И также в октябре у тебя, знаешь, появится возможность повысить свою квалификацию. Это может быть там обучение, какой-то курс, ну вот на повышение квалификации. Возможно, участие в каком-то проекте, который вот расширит твои профессиональные навыки. Руководство обязательно заметит твой вклад, твою ответственность, и это приведет там к повышению или другим приятным денежным вознаграждениям. Это, еще раз повторяю, если ты не сидишь на месте. Понимаешь, то есть не сидишь и не ждешь, когда у тебя конец рабочего дня наступит. И важно, что вот в этом месяце ты будешь чувствовать удовлетворение от своей работы. То есть вот эта коллективная атмосфера, да, она улучшится. И ты сможешь наладить там хорошие отношения с коллегами, там, с работниками. Твоя способность находить общий язык и вот поддерживать вот этот баланс, это будет ключом к твоему успеху. Поэтому поддерживаешь баланс, все извиняюсь, все умеренно, поняла? Это ключик к твоему счастью на работе в октябре. Что в плане денег? Семерка кубков говорит, что вот откроется у тебя множество возможностей. То есть ты столкнешься вот с различными предложениями, да, которые там на первый взгляд могут тебе показаться очень привлекательными. Это могут быть там инвестиции, новые источники дохода, выгодные какие-то покупки. Но будь осторожна. Не все эти вот предложения, они окажутся там надежными, выгодными, там нет. Огромный риск столкнуться с иллюзиями и обманом, понимаешь? Кто-то попытается представить ситуацию в лучшем свете, вот чем она есть, понимаешь? Чтобы получить от тебя выгоду. Чтобы избежать вот этих денежных потерь, то тщательно проверяй вообще всю информацию и вообще не спеши принимать решение, хотя бы до ноября. Если тебе предлагают вложить деньги там в какие-то там проекты или приобрести что-то ценное, сначала изучаешь все детали и консультируешься, вот это важно, прям слушай, не твой расклад, но слушай, потому что он твой. Прежде чем отдавать хотя бы копейку куда-то, консультируешься с людьми, которые в этом компетентны. Я слово забыл, компетентны. Ну, которые знают, понимают в этом люди, понимаешь? Адвокаты, там всякие вот люди, юристы и так далее. Только через них. Никак по-другому. Вообще никак. Вот ты меня услышь, никак по-другому. Никому деньги не отправляешь. Если тебе звонят или звонят, не знаю, как правильно, по телефону, даже если там дочка звонит, да, сын звонит, говорит, денег надо. Никаких. Только если, близкий человек просит деньги, то только отдаешь вживую. По телефону никому ничего не перечисляешь. Только вживую. Никак по-другому. Услышь меня.
И, соответственно, доверяй своей интуиции, но опирайся на факты и реальные данные вживую и через юристов. Поняла? Никак по-другому, вообще никак. Весь октябрь никак, никак и еще раз никак. Но и в то же время, да, это хороший период для пересмотра своего отношения к деньгам. Подумай о своих там финансовых целях, да, планах на будущее. Составь бюджет и начни откладывать деньги. Понимаешь? Или инвестируй в свое образование и развитие. И вот этот рациональный подход, он поможет тебе укрепить свое финансовое положение. Ты скажешь, были бы деньги, чтобы их откладывать. $1, там, 100 рублей, 100 лир. Я не знаю, какие у вас деньги в вашей стране, да, но хотя бы копеечку откладываешь. Тебе покажется, что это там незначительно, но это уже шаг. Поэтому $1, 100 рублей, там 10 лир и так далее и тому подобное, там гривны, там, например, там 10 гривен, еще какие, белорусские рубли, там 10 белорусских рублей, какие еще, евро, там 1 евро откладывай. Вот просто услышь меня, откладывай. В итоге, октябрь для тебя, он обещает быть насыщенным, да, интересным месяцем. В личной жизни это быстрые позитивные изменения, да, которые принесут там радость, новые впечатления и так далее. В работе у тебя период гармонии, период профессионального роста, вот где твои навыки и твои умения, они будут особенно востребованы по умеренности. А по деньгам, деньги от тебя требуют внимательности и осознанности. Вообще не поддавайся на какие-то там пустые обещания, всякую ерунду. Проверяй информацию перед тем, как принять решение. И консультируйся со специалистами. Обязательно. А по телефону вообще никому никогда деньги не отдавай. Услышь меня. Вот я тебе говорю, это тебе будет полезно. Поэтому, что ты делаешь сейчас? Подписываешься на канал. Если ты еще не подписан, и обязательно оставляешь обратную связь в виде комментария. Потому что дедушка тебя любит, полюби и ты дедушку. А мы переходим ко второму варианту. Колесо фортуны. Тройка пентаклей. И туз пентаклей. Смотри, первая карта – это личная жизнь, а вторая карта – это работа, и третья карта – деньги. И вот в октябре твоя личная жизнь, она кардинально изменится. Колесо фортуны же все-таки, и оно говорит, да, на судьбоносные события, которые полностью перевернут твое представление там о любви, про отношения и так далее. То есть ты встретишь человека, который станет для тебя особенным. Но если ты не сидишь дома, я еще раз повторяю, никому никогда на Ютубе не будут расклады общие резонировать, и это не для вас, если вы просто сидите в 4 стенах. Просто это не ваше. Поэтому, чтобы что-то происходило, нужно что-то делать. То есть, если я говорю, что к тебе придет мужчина, то это не будет там курьер, который придет тебе с бантиком, как говорится, и так далее. Нужно как минимум выходить из дома. И вот встреча с этим человеком, она произойдет неожиданно. Возможно, на новом месте работы, да, возможно, в путешествии или через общих друзей. И ваши отношения развиваться будут стремительно. Между вами возникнет глубокая связь. Ты прям почувствуешь, что именно это тот человек, которого ты ждала, понимаешь? А если у тебя уже есть партнер, да, то ваши отношения, они перейдут на новый уровень. Возможен переезд, возможно, предложение, как говорится, руки и сердца. Или даже планирование семьи. И судьба, она готовит для тебя счастливые перемены. И если ты, как говорится, не истеричка, то ты почувствуешь, что все складывается именно так, как должно быть.
Все мои расклады для психически уравновешенных людей. Поэтому и у меня все вот так вот. Не сопротивляйся вот этим изменениям. Доверься потоку жизни. Колесо фортуны, оно говорит о том, что все происходит не случайно. И вот эти события, они приведут тебя к настоящему счастью в октябре. По работе. Ну смотри, на работе тебя ждет по тройке пентаклей успех и признание. То есть тройка пентаклей, она же показывает, что вот в октябре ты будешь активно там сотрудничать с коллегами над важным проектом, да? Твои вот эти навыки, твои таланты, они будут замечены руководством, и тебе, соответственно, предложат участвовать в каком-то там значимом для вашей компании, да, деле. Ты проявишь себя вот как отличный командный игрок, понимаешь, как лидер. Твоя ответственность, твой профессионализм, они помогут достичь высоких результатов. В октябре возможен карьерный рост, да, или повышение должности. И если, еще раз повторяю, ты не сидишь и не ждешь, что конец рабочего дня наступит. Еще раз повторяю, все расклады для тех, кто пассивный, вот такой вот апатичный, который сидит в четырех стенах и больше ничего не делает, не для них. Вообще никогда. И по этой карте у тебя появится возможность обучаться новому и совершенствовать свои навыки. И это, конечно же, положительно скажется на твоем профессиональном развитии. Если ты задумывалась о смене работы, да, или вот об открытии своего дела, то октябрь — это прям вот идеальное время для этого. Тебе предоставится такой шанс начать новое направление там в карьере, да, или там свое дело, которое принесет удовлетворение и материальную стабильность. Поэтому доверяешь своим профессиональным качествам и вообще не боишься принимать смелые решения. Только смелым покоряются моря. Понимаешь? А что изменится в плане денег по тузу пентаклей? Да, тут трактовать не нужно. Это туз пентаклей у нас. Финансовое благополучие, да, новые возможности заработка. То есть у тебя будет начало периода материального изобилия. Ты получишь, возможно, значительную прибыль, да, это может быть там повышение зарплаты, какая-нибудь индексация и прочее. Или какой-то вот бонусы дает же на работе, как называется, я забыл. Премия. Бонус вот такой денежный за успешно выполненную какую-то работу. Понимаешь? И также возможны неожиданные вот финансовые поступления. То есть это выигрыш, подарок, вот такое вот неожиданное. У тебя, то есть, появится возможность выгодно получить подарок, хотел сказать, но так же не говорят. Вот, то есть ты получишь такую неожиданную денежку. Возможно, кто-то просто долг вернет. И вот как раз октябрь — отличное время для начала вот нового денежного проекта, да, ну или инвестиций в свое образование и развитие. И вот твоя уверенность в финансовой сфере, она укрепится. Ты сможешь планировать будущее, да, с большей стабильностью. Но важно действовать решительно и использовать предоставленные возможности, а не сидеть и ждать секунды, когда все это закончится и когда я пойду спать. Только смелым покоряются моря. Запомни это раз и навсегда. В итоге октябрь для тебя вот станет таким месяцем больших перемен, да, и успехов вот во всех сферах жизни. В личной жизни ты встретишь особенного человека, да, или укрепишь уже существующие отношения, двигаясь, как говорится, к гармонии, счастью и к свету. На работе тебя ждет признание и возможность проявить себя. Но используешь ты эту возможность или нет, я не знаю. Если ты апатична и так далее, то наслаждайся тем, что есть. Главное — желание. Ну а финансовая сфера, да, оно принесет материальное изобилие и, соответственно, новые перспективы. Поэтому тебе дед говорит: будь открыта к изменениям.
Понимаешь? Смело принимай решения. Твои усилия, твои таланты, они будут вознаграждены, если только ты не сидишь в 4 стенах, а на работе ты не ждешь каждую секунду, когда закончится рабочее время. Подписывайся обязательно на канал, чтобы дедушка, как говорится, тебя любил еще сильнее. И обязательно оставь комментарий. Я особенную любовь испытываю к тем, кто оставляет комментарии, потому что я хотя бы знаю, кому я делаю расклады. Ну а мы с вами переходим к 3-му варианту. Итак, король кубков, страшный суд и 4 пентаклей. Ну смотри, 4 пристегнулись простынями и полетели. Первая карта — это личная жизнь, 2 карта — это работа, 3 карта — финансы. Что же ждет тебя в октябре? Ну, по королю кубков твоя жизнь, она наполнится вот глубокими чувствами, да, эмоциональной гармонией. И вот король кубков нам говорит, что в твоей жизни появится зрелый, мудрый, эмоционально открытый мужчина. Но я повторюсь, как и каждому варианту говорил, что если ты сидишь в 4 стенах, ничего не делаешь, никуда не выходишь, нет подруг, не пытаешься что-то там завести, то у тебя ничего не будет. Все общие расклады — это не твое. Сразу говорю. Ничего не делаешь, ничего не произойдет. Как говорится, дождь из мужиков падать не начнет. И в итоге для тех, кто не пассивный, придет человек. И этот человек, он будет, вот, как сказать, большим сердцем обладает. Вот как это сказать по-другому? Ну, такой, в общем, такой вот, с большим сердцем. И он с готовностью делиться своими чувствами придет. Он будет искренне заинтересован в тебе и станет для тебя вот прям вот надежной опорой. Вы встретитесь в такой обстановке, где связаны, знаешь, с творчеством, да, с культурой. Ну, что это может быть там? На выставке, концерте, на каком-то там мастер-классе. Понимаешь? То есть, если ты на такое не ходишь, то общие расклады вообще никогда не смотри. Или 3-й вариант просто не твой. Его внимание этого человека, да, привлечет вот твоя искренность и душевность. Ты же дедушку слушаешь, и ты искренняя и душевная. Потому что негодяи от дедушки отписываются и вообще его не смотрят, и только говнишко льют. Но ты-то искренняя и душевная, и, соответственно, ты привлечешь этим внимание егошнее. И вот с самого начала между вами установится взаимопонимание. Прям глубокое взаимопонимание. Он будет ценить вот твою способность слушать, да, поддерживать, а ты почувствуешь вот его заботу и нежность. Понимаешь? И вот ваши отношения, они будут развиваться плавно, естественно. Он проявит инициативу, там, пригласив тебя там на свидание, да, в уютное какое-то место, где вы сможете поговорить, пообщаться, лучше узнать друг друга. И его вот советы, его умение вот сочувствовать, они помогут тебе раскрыться и почувствовать себя вот, как сказать, вот в безопасности с ним, понимаешь? Если ты уже в отношениях, то король кубков, он говорит о том, что твой партнер, он станет более внимательным, да, более таким чутким, нежным, таким вот, весь такой уси-пусечка. И, соответственно, этот партнер твой, он будет стремиться там к укреплению вашей связи, да, возможно, даже предложит вот перейти, как говорится, на новый уровень отношений. Там, совместное проживание, брак или там давай с тобой ребеночка сделаем. И его вот действия, они покажут, насколько ты для него важна. И это принесет тебе радость, счастье и удовлетворение. Но в целом, знаешь, октябрь, он принесет в твою личную жизнь стабильность и эмоциональное благополучие.
Ты почувствуешь, что тебя любят, что тебя ценят, и ты сможешь наслаждаться каждым моментом. Но если ты не пассивная истеричка, понимаешь? Дедушку такие не слушают, поэтому я верю, что ты в 4 стенах не закрыта. Ну а на работе тебя ждут значительные перемены, да, трансформации. Страшный суд, он говорит о том, что в октябре ты столкнешься с моментом истины, который потребует пересмотра всей твоей карьеры, да, всех твоих профессиональных целей. И это будет время, когда вот прошлые действия, прошлые решения, они приведут к логичным, как говорится, результатам. То есть тебе предстоит принять вот важное решение, которое повлияет на твое будущее. Ты поймешь, что вот нынешняя работа, она больше не соответствует твоим ценностям, не соответствует твоим стремлениям. И вот это осознание, оно подтолкнет тебя вот к поиску новой деятельности, которая будет приносить тебе не только денежки, да, но и, соответственно, моральное удовлетворение. И, возможно, ты получишь предложение о новой работе или там в проекте, который вот полностью изменит твою, как говорится, профессиональную траекторию. Это может быть там переход в другую компанию, открытие собственного какого-то дела, ну или вообще смена сферы деятельности. И твои там прошлые усилия, да, твой опыт, они сыграют ключевую роль в этом переходе, позволяя вот тебе использовать, соответственно, накопленные знания, свои навыки на новом уровне, понимаешь? И суд еще говорит о возможности получения признания, да, и награды за твою работу. Твои там коллеги, твое руководство, они оценят твой вклад по суду, что там может привести там, к повышению, к другим поощрениям. И это станет подтверждением того, что ты движешься в правильном направлении. То есть страшный суд получим по деяниям нашим. Понимаешь? Поэтому в октябре будь готова к тому, что вот эти изменения потребуют от тебя решимости, да, готовности оставить там зону комфорта свою. Но этот шаг, он приведет к личному и профессиональному росту, открывая, как говорится, новые горизонты и возможности для самореализации. Поэтому носом не клюешь на работе. В плане денег 4 пентаклей и по картинке, да, понятно. Деньги будут требовать от тебя вот особого внимания и осторожности. То есть необходимо вот управлять ресурсами, да, и сохранять стабильность. Ты столкнешься с такой ситуацией, где важно будет контролировать свои расходы и полностью избегать каких-то там необдуманных трат. Ты почувствуешь желание вот накопить средства и создать финансовую подушку. Ты начнешь планировать крупную покупку, там, инвестицию какую-то, да, для чего потребуется строгий бюджет и, соответственно, дисциплина. Твоя прагматичность и умение разумно обращаться с деньгами, они вот помогут достичь поставленных тебе целей. Поняла? Поняла? Вот, но стоит остерегаться излишней скупости, да, или там страха потерять накопленное. Чрезмерное беспокойство вот о деньгах, да, оно может привести к стрессу и ограничить твои возможности. Понимаешь? Ну, твои возможности, я про наслаждение жизнью. Постарайся, знаешь, что сделать? Найти вот баланс между сохранением и разумными тратами. Позволяй себе там небольшие киндер-сюрпризы, да, рафаэлки. Но огромных покупок не делай. И обрати внимание, что кто-то из твоих близких может обратиться к тебе за финансовой помощью. Твоя поддержка для них будет важна. Но действуй осмотрительно, не ставя под угрозу свое собственное благополучие. То есть я тебе объясню, знаешь как? Когда даешь деньги в долг, то давай такую сумму, которую ты готова потерять. Понимаешь? То есть подарить. И возможны предложения о каких-то там совместных начинаниях, да, там проектах и так далее, которые вот на первый взгляд тебе покажутся привлекательными.
Но тщательно анализируешь такие возможности и вообще не спешишь принимать решения без полной картины, да, без полной информации. Твоя осторожность, твой логический подход, аналитический, они помогут избегать рисков, да, и сохранить свои денежки. Но в итоге октябрь, он для тебя будет месяц глубоких изменений, да, возможностей много будет во всех сферах жизни. В личной жизни появится мужчина, который гармонию и эмоциональное удовлетворение принесет. Если мужчина есть, то ваши отношения укрепятся. На работе ты столкнешься с важными решениями, да, которые повлияют на твое будущее. И трансформации, связанные со страшным судом, они откроют новые пути для самореализации, для успеха твоего. Твое осознание собственных желаний и собственных целей, да, позволит сделать тебе правильный выбор и, соответственно, двигаться вперед. Деньги от тебя требуют внимания и разума. Больше мне сказать нечего. Поэтому переходи на Бусти, заходи в проживание арканов, заходи в магический чат «Дедушка», там тебя ждет. Но только если ты любишь девочку и не пассивная истеричка. Всех люблю, всем пока.